Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой замечательный универсальный узор с 3D-эффектом, который формируется за счет лицевых и изнаночных петель и других приемов вязания, как убавление, жгут 2 на 2 на 2, о котором по ходу видео я расскажу, как легко это сделать без дополнительной спицы. И этот узор идеально подходит как для летних футболок, маечек, топов, платьев и сарафанов, так и для легкого джемпера или же теплого свитера. Красиво он будет выглядеть в легкой такой воздушной шале, также и в уютном палантине. Использовать пряжу для вязания этого узора можно от тонюсенького кидмохера до достаточно толстой мериносовой пряжи. Спицы также подбирать здесь нужно по рекомендациям производителя конкретной пряжи, и тогда у вас все получится, и узор будет выглядеть изумительно, и вещь очень эффектная получится. Этот узор будет эффектно выглядеть как самостоятельный, например, как в этой футболке. Или же, если связать кайму этим узором, используя 1,5 или же половинку раппорта, кому как больше нравится, также и в виде вот таких центральных вставок элементов для вязания каких-либо более теплых изделий. В исполнении рисуночек этот очень легкий и простой, за исключением вот этого элемента, но его можно исхитриться и сделать достаточно легким и простым. Рисунок формируется только по лицевой стороне вязания. И еще здесь один нюанс провязывания накидов в изнаночных рядах, но об этом я тоже позже расскажу. Итак, раппорт данного узора составляет 14 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Провязывать вместе с вами я буду один раппорт узора, чтобы не путать тех зрителей, которые вяжут на слух. И для этого я набрала 18 петель. 14 это узор, 2 петли симметрии и 2 кромочные. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. 4 изнаночные. 1, 2, 3 и 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли на спице должны расположены классическим образом, то есть первая дужка смотрит на меня. И вот таким образом я их провязываю одной лицевой петлей. Дальше накид, 1 лицевая, 2 изнаночные петли, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть развернуты, то есть вторая дужка должна смотреть на меня. И провязываю одной лицевой. Далее 2 изнаночные. 1, 2. Я провязала раппорт узора. Еще 2 изнаночные. Это у меня петли симметрии и кромочная петля. Во втором ряду накиды провязываются изнаночной при поворотном вязании, все остальные петли вяжутся по рисунку. Если же вы вяжете по кругу, то, соответственно, накиды провязываются лицевой петлей, все остальные также по узору. Второй ряд я провяжу, чтобы показать, как я это делаю. Далее некоторые четные ряды, которые вяжутся по этому же принципу, я буду пропускать. Ряды, у которых есть какие-то особенности, я буду провязывать вместе с вами. Итак, второй ряд. Кромочная, 4 лицевые, 2, 3, 4. 1 изнаночная, накид изнаночной,
Дальше еще одна изнаночная, 2 лицевые петли, изнаночная, накид изнаночной, еще одна изнаночная петля и 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. 2 лицевые следующие это петли симметрии и кромочная петля. Третий ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. В этом ряду в убавлении участвуют изнаночная и лицевая петли. Какая бы петля ни участвовала, на меня должна смотреть первая дужка. Вот таким образом я поменяла расположение лицевой петли, изнаночную оставила и провязала одной лицевой вместе. Дальше накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Также у меня здесь лицевая и изнаночная участвуют. Лицевая расположена у меня правильно, а изнаночную я меняю, чтобы вторая дужка смотрела на меня, и провязываю одной лицевой петлей. 1 изнаночная. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными, это петли симметрии и кромочной петлей. В 4 ряду накиды провязываются изнаночными при поворотном вязании. При вязании по кругу, соответственно, лицевой. 5 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь нужно следить за правильным расположением петель. Накид, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, а поворотные ряды заканчиваются 2 изнаночными петлями симметрии и кромочной. В 6 ряду накиды провязываются изнаночными. 7 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше идет накид. В 8 ряду четном накид будет провязываться лицевой петлей, поэтому я накид делаю на себя. 2 изнаночные, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, и это я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными петлями симметрии и кромочной. 8 ряд. Здесь накиды будут провязываться лицевыми. Итак, кромочная, 2 лицевые петли, 3 изнаночные, еще 1 изнаночная, это убавление. Накид провязываю лицевой петлей. 2 лицевые, накид лицевой петлей, 4 изнаночные петли, 2, 3, 4. Я закончила вязать раппорт узора. 2 лицевые это петли симметрии, и кромочная завершает ряд. 9 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 4 изнаночные, 3, 4, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Я закончила вязать раппорт узора. Петли симметрии и кромочная петля.
В 10 ряду при поворотном вязании накиды провязываются лицевой петлей. 11 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 6 изнаночных петель, 2, 3, 4, 5 и 6. Накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными, это петли симметрии, и кромочной. В 12 ряду при поворотном вязании накиды провязываются лицевой петлей. 13 ряд. В 13 ряду выполняется вот этот элемент. Но так как я здесь провязываю только 1 раппорт узора, то есть я здесь покажу, как нужно его оформлять в начале и конце ряда, чтобы это было гармонично и узор не терял свою картинку. А как выполняется вот именно этот элемент, я покажу в 27 ряду, когда по центру этого ромба у меня будет это переплетение. Итак, 13 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли. Дальше я вот эти 2 лицевые скрещиваю между собой. Нить перед работой. 1 петлю первую я переснимаю на правую спицу, вторую я провязываю. Далее за работой я поднимаю первую петлю. И вот таким образом я их меняю местами и провязываю ее. Вот получилось вот такое скрещивание вправо. Далее 8 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И снова скрещивание. В конце ряда я буду скрещивать влево. То есть за работой я поднимаю вторую петлю и провязываю ее лицевой. Вот таким образом. Не сбрасывая, придерживаю ее большим пальцем, провязываю первую петлю лицевой. Вот таким образом я сделала перекрещивание влево и сбросила потом петли. Это я провязала полностью раппорт узора. Вы же вот здесь вяжете элемент перекрещивания, о котором я расскажу чуть позже по ходу видео. Ряд заканчиваю 2 петлями симметрии и кромочной. 15 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 изнаночных петель, 3, 4, 5 и 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид от себя, 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными петлями симметрии и кромочной. В 16 ряду накиды провязываются изнаночными петлями. 17 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид от себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид от себя, 2 лицевые петли, и это я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. В 18 ряду накиды провязываются изнаночными петлями. 19 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 3 лицевые,
накид от себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид от себя и 3 лицевые петли. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной. В 20 ряду накиды провязываются изнаночными. 21 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид на себя. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными петлями симметрии и кромочной. В 22 ряду накиды провязываются лицевыми петлями. 23 ряд. Кромочная, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 1 изнаночная петля. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю 2 изнаночными, это петли симметрии и кромочной. В 24 ряду накиды провязываются лицевыми петлями. 25 ряд. Кромочная, 4 изнаночные, 2, 3, 4. Накид на себя, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид на себя, 2 изнаночные. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии, это 2 изнаночные, и кромочной петлей. В 26 ряду накиды провязываются лицевыми петлями. 27 ряд. Кромочная, 5 изнаночных, 2, 3, 4, 5. Далее выполняем вот этот элемент перекрещивания или же жгут 2 на 2 на 2. Почему он так называется? Потому что нам нужно провязать сначала 2 вот эти лицевые, далее 2 изнаночные и закончить вот этими 2 лицевыми. Я не очень люблю использовать в вязании дополнительные спицы, поэтому я буду провязывать так, покажу, как я это делаю. Если же вам удобно с дополнительными спицами, то, пожалуйста, делайте, как вам удобно. Итак, нить перед работой я переснимаю на правую спицу 2 первые лицевые и 2 изнаночные петли. Далее провязываю 2 лицевые, оставшиеся из 6 этих петель. За работой поднимаю вот эти 2 изнаночные петли на левую спицу и аккуратненько вот таким образом я их переснимаю на правую спицу, уже провязанные петли. Далее провязываю эти 2 изнаночные петли. И мне осталось провязать еще первые 2 лицевые. Они хорошо здесь видны. Вот они. 1, 2. Я их также переснимаю на левую спицу. Вот таким образом. С правой все спускаю, придерживаю большим пальцем, чтобы ничего не распустилось. И надеваю их на правую спицу. На правой спице у меня уже все провязанные петли. И я провязываю оставшиеся 2 лицевые петли. Вот таким образом я выполняю данный элемент.
Это делается вообще очень быстро, я старалась просто максимально медленно все это воспроизвести. И дальше провязываю 3 изнаночные, и это я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии и кромочной петлей. 28 ряд. Как я провязываю вот этот жгут, это переплетение в изнаночном ряду. Итак, 28 ряд, кромочная, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь важно, чтобы вы по очереди провязали все петли и ничего не пропустили. То есть в 28 ряду после переплетения я сама себя проверяю. Количество лицевых у меня должно соответствовать количеству изнаночных в 27 ряду. И вот здесь у меня должно быть 6 петель, которые будут идти у меня 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Таким образом просто перепроверяю, чтобы я ничего нигде не потеряла. Итак, и провязывать их по порядку, потому что, когда особенно вы вяжете на круговых спицах, вот в этом месте очень часто петли меняются местами. И просто внимательно здесь нужно смотреть. Вот мои 2 изнаночные, их хорошо видно. Я их провязала. Далее у меня идут 2 лицевые, я также вижу. Я вот чем люблю этот способ вязания, что не нужно смотреть по рисунку, я смотрю на спицу и сразу вижу по тому, как расположены дольки, это у меня лицевая или изнаночная петля. И дальше я вижу, у меня вот идут 2 изнаночные, значит все я провязала правильно. Дальше у меня должно остаться 3 лицевые петли, 1, 2, 3, все верно, 2 петли симметрии и кромочная. Ничего я не потеряла, ничего не упустила. Вот таким образом вяжется этот узор, и получается вот такая красота. Надеюсь, узор вам также понравился, как и мне, и вы свяжете для друзей, для родных много разной красоты с этим узором. Спасибо, что провели это время со мной. До встречи на канале.